текст, я должен поздравить. Нет. Все нормально, да? Чуть-чуть надо. Чуть-чуть, давай. 10 секунд. Хорошо. По всем пройди. Все? Мало кто знает, но в наушниках у Петра русский рэп, но... Все, еще поиграть. Да все. Все замечательно. Всем привет, Юшин, добрый вечер. Очень рад сегодня вместе со своей ненаглядной Роландой к вам прийти и исполнить вечер условно-классической музыки. Вообще, все что угодно можно назвать классическим, лишь бы было условие. И основное условие, как я помню из моей бытности музыкального лицея, это означает, что это произведение должно было выдержать испытанием времени. И первое произведение, которое я буду исполнять, через лет 150, если очень сильно повезет и его не забудут, оно будет классическим считаться. Но сейчас это просто произведение из игры Ori and the Will of the Wisps, которая называется просто «Главная тема». Поэтому прошу внимания. Большое спасибо. И действительно, лет через 150 это произведение, возможно, станет классическим, а возможно нет, возможно все его забудут. А второе произведение, которое я сейчас буду играть, сразу, господа гусары, кто знает, что я сейчас буду играть, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, потому что сейчас будет, ну, скажем так, может быть, небольшой интерактивчик. И второе условие, точнее условие для второго произведения, которое уже стало классическим, оно началось примерно в 1984 году, когда вот жил такой японец по имени Коджи, и жил он в Японии. К нему подходит другой японец, а кто, собственно, в Японии может подойти к японцу? Там 99% этнических японцев. И он начинает ему говорить: слушай, Коджи, тут такой замут есть. И начинает говорить сюжет произведения. И говорит: мне тут к нему нужно написать музыкальное произведение, музыку. Блин, там такой сюжет, мама дорогая. Коджи подумал, ну а собственно что он мог подумать? Возвращенный на фольклоре, где есть тентаклевые монстры, Годзилла, Матра и кто-то там хрен знает кто еще. Взял и написал. И сейчас это произведение, оно популярнее, чем японский гимн.
И оно уже стало классическим. Самое удивительное, что сейчас уже никто и не вспомнит, что есть такой японец по имени Коджи, который его написал. Поэтому сейчас я кого-нибудь одного, кто из вас смелый, ловкий, умелый, хочет угадать его с одной ноты. А с меня за угадывание виски с колой, пожалуйста, кто там поднимает руку, кто хочет угадать. Заметьте, здесь нельзя проиграть. Кто-нибудь? Любой человек? Вот кто-то поднял руку. Так, вот, товарищ, да? Хорошо. Внимание. Произведение. Одна нота. Конечно, конечно. Самое интересное, что даже если бы было 2 ноты, и даже если бы было 3 ноты, то, в принципе, сути дела этого не поменяло. Поэтому человек правильно угадал. С меня виски с содовой или что-то там по выбору того, кто угадал. Ну, в общем, тема Марио, которая уже стала классической. Кстати, написала Коджи Кондо. Я очень уверен, что когда-нибудь также лет через 150 это произведение станет не просто классическим, а народным. И будет такое даже не японское, а итальянское народное произведение. Потому что представляете, что сказал японец Шигеру японцу Коджи. Коджи, в общем, там есть итальянский сантехник, который бегает по грибному королевству, ест грибы, становится большим, потом он ест какой-то цветок, плюется огнем, а еще он прыгает на черепах, зарабатывает этим деньги, и еще он спасает принцессу от огнедышащего дракона. Да, в принципе, норм. И, кстати, о японских народных произведениях. Третье условие для третьего классического произведения, оно как раз и использует японские классические темы. Кстати, если кто не знает, есть такая вещь, как пентатоника. Это означает, когда играешь только на черных клавишах.
что ты не можешь сыграть некрасиво. Оно всегда будет красиво. Этим решат современные музыкальные инструменты. Берешь, ты по пентатонике настраиваешь, и все замечательно. Невозможно сыграть мимо. И японцы подумали и решили какие-то, я, к сожалению, автора не знаю, но они решили написать немножко другое произведение, но тоже в пентатонике, только немножко другой. И как раз произведение, которое я буду играть, оно вот как раз, вот то, что я сейчас буду загадывать, оно является необходимым. И есть такая песня у группы Авиа, называется «Весенняя массовая». Есть такая композиция у казахского рэпера Токежана, называется «Казахская задорная». А я вам предлагаю угадать японскую корпоративную, тоже кого-нибудь одного волонтера с даром. Так вот, сейчас я, конечно, сыграю свой вариант вот этой японской корпоративной композиции, а вы должны будете угадать, что это такое. Пожалуйста, кто-нибудь, кто смелый, ловкий, умелый. Кстати, Вова, ты, кстати, тоже можешь участвовать. Ты точно знаешь, может быть. С меня виски с колой. Тоже не будешь, да? Вот, человек вызвался. В общем, это японская корпоративная мелодия, она очень быстрая, я надеюсь, что вы ее знаете. Очень близко, это действительно японская корпоративная. А теперь правильный ответ. Секунду. С меня виски с содой и там с чем-нибудь. И сразу, услышав вот эту композицию, вспоминаешь строки Мацуо Басё и очень жестко их перефразировав, можно сказать, что знакомый звук послышался вдали, песок заскрипел на зубах, и чувствую я, что старею. Но, скажем так, согласно российскому законодательству, я еще целый год и час и 6 минут являюсь молодежью, поэтому, ладно, хопку в сторону. И, естественно, третьим условием является, разумеется, приставка PlayStation и игра Chrono Cross. Это мелодия из этой игры, это единственное, что мне позволило не забыть нотную грамоту на всем протяжении моего неиграния на клавишах в течение очень многих лет. Поэтому Chrono Cross, тема Another Aruni. Внимание!
Спасибо, Петр. Давайте поаплодируем.